Друзья, перед первым видео на канале из Парижа я посчитала правильным записать это разъяснение. Я первый раз как блогер полетела в другую страну. И иногда я там ругаюсь на камеру, потому что я совершенно не понимаю, как она работает. Потому что я все делала сама, снимала сама. И сейчас вот я весь этот материал отсмотрела и монтирую частями и буду выкладывать на канал. Еще это мною на погоду. В общем, если у вас есть какие-то замечания или наоборот какие-то предложения, как улучшить материал, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Буду очень вам благодарна. А пока-пока. Пришла я к Эйфелевой башне. Много утекло времени с тех пор, как я здесь была последний раз. Мы приезжали, наверное, в 2005 году первый раз были. Потом мы были в 2008 году. И с тех пор много что изменилось. Ну, кроме самой башни, она по-прежнему прекрасно стоит и здравствует. Значит, здесь все обнесли забором стеклянным и железным. Для меня сначала было удивлением, потому что я думала, я вообще сюда не попаду, под нее, под башню. Вот. Но в итоге я пошла ко входу и говорю, у меня нет билета, потому что я думала запускать только тех, кто хочет подняться. Я подняться сегодня не хотела. И они мне говорят, ладно, проходи. И я так удивилась. Дальше я прошла. Значит, я поняла, из-за чего весь сыр-бор. Весь сыр-бор из-за того, что мир стал жесток. И все, мне кажется, и не безосновательно боятся терактов. Поэтому здесь все обнесли. И проходишь внутрь через металлоискатель. То есть ты показываешь свою сумку, проходишь через рамку, и потом тебя запускают, и на самом деле все отлично. То есть гуляешь и наслаждаешься. Такие дела. Пойду снимать. Как все грандиозное, Эйфелева башня вызывает противоречивые чувства. Кого-то она восхищает, а кого-то раздражает. Но представить Париж без нее невозможно. На мой взгляд, башня очень гармонична в облике столицы Франции. Ох, а сколько протестов было против этой красотки с самого начала ее строительства. Впрочем, французы любят покричать и попротестовать против всего на свете. В своих видео из Парижа я еще не раз об этом скажу. Так вот, газета Le Temps того времени опубликовала послание деятелей искусств, которые бурно выражали свое возмущение строительством металлического монстра, который непоправимо испортит облик города. И среди этих деятелей были такие величины, как Мопассан, Шарль Гарнье, Эмиль Золя, Александр Дюма-младший. Какими только эпитетами ее не награждали. Самый высокий фонарный столб в мире, железный монстр, скелет колокольни, недостроенная фабричная труба, гигантский гриль. И это еще самые сдержанные определения. И башни уже было решили снести, но тут случилось чудо. Наступила эпоха радио. И она стала стратегически важной радиопередающей станцией. Ура! Ну а вокруг Эйфелевой башни идет торговля сувенирами. В виде, конечно, самой башни всех размеров и фактур. Продают сумки, шапки, береты. Башни в любом виде. Моргают, блистают. И вино, если хочется. И каштаны. Ой, смотрите, тут как тук-туки какие-то. Такси. Офигеть. Короче, возле башни все вам предложат. А еще бойко идет торговля уличной едой. Прям восточный базар какой-то. Так, здесь вежливые мужчины предложили мне
поесть купить. Но я отказалась, сказала, я только снимаю. Спросила у них, что это. Но я не услышала точно название, но это что-то с мясом. Они мне сказали, что это очень вкусно. Немного фактов. Эйфелева башня явилась миру во всем своем великолепии 31 марта 1889 года. Ее высота тогда была 300 метров 65 сантиметров. После установки антенн она подросла до 324 метров. На то время, в конце 19 века, это было самое высокое сооружение в мире. До сих пор в Париже нет зданий, переросших Эйфелеву башню. Для тех, кто был, это уже не ново, а для тех, кто не был, расскажу такую информацию. Башня имеет 3 этажа. Первый уровень образуется 4 опорами, и здесь имеются рестораны, кафешки и большая обзорная площадка. Второй этаж имеет аналогичный набор, точно так же и рестораны, и это обзорная площадка, но кроме того, здесь есть резервуары с машинным маслом, которые необходимы для работы лифтов. И на 3-м этаже это тоже такая небольшая обзорная площадка, она вся застеклена, и там же когда-то был кабинет господина Эйфеля. Хожу я по Парижу, прекрасному, холодному, 15 декабря, и очень холодно, дышится. Даже, мне кажется, туристов меньше вечером, потому что это невозможно. Я вся дрожу. Одела шапку. У меня еще есть перчатки. Но я их не достала, потому что мне неохота снимать рюкзак. Так, товарищи. Мне неохота снимать, да и лезть в рюкзак, потому что рюкзак меня вообще греет. Поэтому я почему камера так не центрит, я не знаю. Она должна меня отслеживать. Слушайте. Вот. Почему все эти сувениры, вот эти там, продают чернокожие люди? Они где-то изготавливают или что? Где они их находят? Это я фотки наделала вообще атас классные фотографии. Как камера снимает, я пока не знаю. Потому что для меня загадочно снимает. Как вообще вот сейчас меня в маленькие экранчики тоже не знаю. Короче, моргающие Эйфелевы башни продают за 1 евро. 1 евро они кричат. Что? Что-то тут какие-то... Девчонки стереотипно хотят беретки. Я на самом деле тоже хочу беретку и быть как парижанка. Слушайте, в беретке уши замерзнут. Надо в ней ходить в световой день. Может быть, мы завтра пойдем с Таней гулять. Может быть, мы пойдем на Монпарнас. Я там видела киоск французский. И там именно продают беретки. Вообще надо у Тани порасспросить про это дело. Почему и откуда это пошло? Может, она знает. Вот я отдаляюсь. Я так отдаляюсь, у меня вдалеке видна башня. Вообще Таня мне рассказывает, что французы, они много чем недовольны изначально. То есть вот если вспомнить историю, то они были очень даже против Эйфелевой башни. А теперь, как она говорит, ну это вообще давно случилось, просто они ее обожают, Эйфелеву башню. Потом сегодня мы были в опера, и Марк Шагал делал потолок в опере, балюстраду. И что вы думаете? Они опять, им не понравилось, и они были против. Вот тут такая кафешка. Я ужинать не хочу, я хочу только бы я что-нибудь выпила, какой-нибудь горячий шоколад. Слушайте, в 1960 году официально объявили о переносе башни на новое место.
Ой-ой-ой, что тут началось? Но в конце концов выяснилось, что так изящно журналисты пошутили на 1 апреля. А шуму было. В общем, я очень замерзла. Я бегала вокруг Эйфелевой башни. В Париже сейчас в декабре. Что тут не знаю, в общем, что с камерой. Но не суть. Вот пришла в кафешку возле Эйфелевой башни, потому что на улице снимала 5 вечера. И вот сейчас без 10-9. В общем, я там носилась, снимала, потом внутрь заходила, потом так любовалась, на сене была. И, в общем, я очень замерзла, потому что температура падает. Наверное, днем было 10 градусов, и сейчас уже 6 градусов. Дышалась, и у меня замерзли руки, все, и я пришла, и такая счастливая. Пью чай. Я пью чай, а на десерт я заказала, чтобы вы думали, павлову. Я никогда в жизни не ела павлову десерт. Это такая вкуснотища и красотища. Вот. Это очень вкусно. Ягоды, и мне кажется, это то, что я очень люблю. А я люблю безе, и вот это тут безешки. Сливки, ягоды. Это очень вкусно. Я не уверена, что это настоящая павлова, потому что павлова, по мне, это такая меренга хрустящая и внутри крем. А здесь больше взбитых сливок, ягоды и несколько безе просто лежат. Вот в таком виде. Поэтому я не уверена, что это настоящая павлова. Надо вообще как-то взять и приготовить самой. Вообще впечатления такие от Парижа. Пока пью, расскажу. По ковиду. Во всех заведениях спрашивают QR-код. На террасах можно сидеть, не показывая, то есть на воздухе. А так, в принципе, люди живут своей жизнью текущей. Все в таком ритме. Французы доброжелательные, на мой взгляд. Очень такие не снобы, как мне казалось всегда. Вот. Подруга моя на работе работает, поэтому я вокруг Эйфелевой башни носилась сама одна. С ней бы, наверное, это все произошло быстрее, потому что, ну, чтобы я человека заставляла вот это носиться, с одной стороны башню сняли, с другой стороны башню сняли. Потом я обошла с одной стороны сену и башню поснимала, потом с другой стороны. Потом нашла, как люди, где фотографируются, именно среди домов ее видно. В общем, очень много разных ракурсов я выбираю. Что там получилось, я пока не знаю. Но я сделаю видеофильм, и мы увидим. Ладно, буду наслаждаться дальше. Спасибо. Хорошего вечера.